Так. Раз. Так. Раз. Окей. Так, звук есть. Поехали. Ой-ой-ой. Слишком громко. В общем, всем привет. С вами Санек, он же Крепошник. Сегодня мы будем играть в Амнезию. Призрак прошлого. Почему в нее... Как без наушников. Почему непосредственно в нее? Потому что на днях компания Humble, или как-то так, раздавала даром эту игру. Ну, буквально я увидел случайно в новостях Steam, что такая вот акция есть. Думал, а что не взять, потому что я играл в Outlast, первую и вторую часть, вторую не прошел, там сама игра мне не захотела проходиться. Значит, ну, это про все, про них я уже много раз рассказывал. Я наслышан про Амнезию, что это, ну, прям вот, ну, если не прародительно, такое прям вот, прям, скажем так, винтаж в плане хоррора, если так можно выразиться. То есть, ну, кто-то такой, если ты не играл в эту игру. То есть, посмотрим. В общем, приобрел, то есть первая, вторая часть даром. Вот, и сегодня я хотел посмотреть, потому что, ну, как мы можем даже посмотреть по менюшке, игрушка весьма такая прям вот... Как это я слово забыл? Она весьма... наверное, будет... Так... Дай вспомню слово-то. Недушевная, нет. Не своеобразно, нет. Сейчас, минуту. Мне где-то было. Атмосферная, во, вспомнил. Атмосфера, точно. Она будет атмосферная, надеюсь. Ну, так как я скептически отношусь к играм, то есть, не знаю, буду пугаться или нет, ну, скрямков, скорее всего, ну, посмотрим. Тем более, эта игра старая, 10-го года, и вроде как, это не точно. И 60 FPS в углу меня радует. Ну, давайте начнем новую игру. Поехали. Посмотрим, что это себя представляет. Так, надеваем наушнички. Надо потише сделать. Прям, чтобы не сильно было. Так, может, если что-то будет... Не забывай. Некоторые вещи нельзя забывать. День идет за мной. Нужно торопиться. Меня зовут Даниэль. Я живу в Лондоне. В Мейфэйр. Что я натворил? Это безумие. Нельзя забывать. Нельзя. Я должен его остановить. Соберись. Меня зовут... Я Даниэль. Ну, понятно. Парень, походу, уже что-то забыл. Ну, ладно. Значит, Денчик. Ну, согласитесь, в принципе, не дурно. На первый взгляд. Пускай все настолько дешманско, но, блин, в этом-то и весь прикол. Как говорится, игра с душой. Так. Подсказка. В журнале J, воспоминания. Для быстрого доступа нажмите М, проверять их, вы застрянете. Хорошо. Многие есть. Так, я могу прыгать. Окей. Так, начало вспоминания. Даже так. Ты жидкость. Подожди, ну давай посмотрим. Так, левая кнопка мыши.
Так. Ладно, ну это сейчас типа обучение. Вот это такое вообще классно. Но не это, не ясно. А, я могу поджигать свечи. Ага, уже хорошо. А, я думал, можно поджечь шторку. Hi, my name is Thomas Grip, and I'm one of the co-founders of Frictional Games. I worked with engine code, gameplay code, design, and many other things for Amnesia. In my commentaries, I will mainly focus on the design behind the different parts of the game. I hope you'll enjoy them. Так, это, короче, походу разработчик. Пошел уже, короче. Так, бегать я не понимаю, на какую клавишу. Можно приседать. Так, если бегать пока нельзя. Ну логично, значит сюда. Там закрыто, там нельзя. Что-то меня глючит. Почему я смотрю... Так, ну ладно. Значит, я, видимо, ударился. Ну, что-то типа готики. The name of this level is Rainy Hall, and it's supposed to be a combination of atmosphere setter and tutorial for the player. Это типа нам рассказывают. Game in a slow way, so they could settle in and get used to how the game works. Amnesia is not a game with бла-бла-бла, это зал атмосферный, тыры-тыры. Топовый перевод. The only thing you need to do is to follow the track and get to the end of the level. Also, following tracks is something that becomes very useful. Так, я разучился Опа, хорош, тихо. Так, я снова научился прыгать. А, вот тут кто-то... Тут, слушайте, кто-то... Фапал? Это ты? Или ты? Ну-ка. Могу что с тобой делать? Ага. Угу. А еще что-нибудь можно делать? Ну, давай пошли, посмотрим. Посмотришь хоть. Понял. Рано. Пойдем. Со мной. Ну типа должно быть я извините, я-то не смотрел. Проверь, что там. Подожди, надо вот так вот тянуть. Серьезно? Парни, я могу управлять шкафом, ребята. В современных играх такого нет. Опа, огниво. Хорошо. Тихо. Да я дышу. Джексон, ты жив? О! Я могу выглядывать. Блин, здесь где-то Джексон, подожди. Вот, и все чисто. Я тебя могу раскалить. Нет? Ну ладно, хорош. Серьезно? Ты не разбиваешься? Где? Ладно. Вот все вещи же горят, почему я их не могу взять? Ладно, Джексон, пойдем со мной. Теперь вход. Все чисто. Пошли. Стоять. Опа. Ну типа ладно. Пошли, что там? Пошли со мной. То здесь, наверное, в этой игре все брали эту голову и несли ее по-любому. Опа. Так, короче, третий вход. Не против?
Слушайте, я могу драться? Ладно. Какие-то... Я слышу что-то дыхание, это, наверное, я. Опа. Ладно, я... Нет, слушай, мне эта игра нравится. Опа. Ужасно красавчик. Подожди, а мне же надо пойти по следам этим идти. О. Тихо. Во. Блин. Серьезно? Уже все? Серьезно? Как бы не забаговал. А где товарищ? Ну-ка, трехочковый. Что-то здесь не так, подожди, что-то... Ну вот она, слизь это. Че, все? А, подожди. Здесь типа что-то, наверное, ключа надо найти, да? В смысле? Я сюда не просто так зашел, правильно? Это логично. На диван поднять не могу. Ладно, давай попробуем по-другому. Я бегать не могу, это будет долго. Где я могу? Мне показалось это... Кстати, вполне вероятно. Давай. Вроде какой ход есть. Не кликается ничего. Подожди, это... Надо было ее толкнуть. Ладно. Окей. Ладно, Стив, пошли. Джексон, нет, это будет Джексон. Ну-ка, проверь. Есть кто? Угу. О, я слышу. Выходи давай. Ну-ка. Мой персонаж реально... Тихо, 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 тихо. Что такое? Что со мной? Припадок? Защищай меня. Так, у меня еще глюканы, походу, да? Чего-то. Не, наверное, тоже был бы обосрался в таком положении. Я здесь главный. Ну-ка. Тут что, оргия была? Блин, а вот здесь мне нужна свечка. Здравствуйте. А, я зайду, дверь захлопнется по-любому. Мне туда надо. Давай скримак из шкафа. Пора бы уже. А, я подожди, я могу так? Прикидываешь? Ну-ка, пошли со мной. Свечек. Опа.
Чё за... Чё, рэп пошла? Подожди, короче, по-любому... Чему меня жизнь научила, то, что сейчас дверь закроется. Так, чувак, сторожи дверь. Стой. А, то есть я с ума схожу в темноте. А, вот что это было. Так, ясно. То есть я сыкло, я не могу. Ой, я расходовал гнев. Ой. Ладно, пошли. Чё меня сюда занесло? Страж дверь. Слушай, может с камнем пойти? Лоу. Ну такое пока. Пока такое. Ну, пока... Подожди, я могу тебя взять? Конечно, нет. This is one of the first level that we created for the game, and it was initially part of the archives level, which we will reach in a bit. Amnesia started out with a pretty different design, and when we redesigned it, the maps did not fit. This caused us to split them up and scatter them out. So in the first design, after this corridor, the archives level was supposed to follow, and the room lying there now was built much later. In fact, the first designs did not have Daniel waking up with an amnesia at all. It was actually added later on. In the first story draft, Daniel still had hidden memories, but he was unaware of this at the start of the story. However, as we redesigned things, we found the waking up with amnesia thingy, although a bit cliché, much more fitting. Ну, сейчас, короче, дверь закроется. Вот. Если вы меня не будете дамажить, то нормально будет все. Понятия не имею, что делать. Здесь хотя бы светло. Так, я здесь понимаю, здесь будет махать с боссом. Hi there, my name is Luis Rodriguez. I'm mostly the tool programmer, level scripter at times, and perhaps the main reason why the rest of the code, the editors themselves went through a lot of design changes during the development. О! Not that many in visual appeal as in internal stuff, like data structures and handling. Слава This happened богу. mostly because at the beginning we only knew the basic stuff that needed to be in them, and as they grew in features and functionality, they started to kind of fall apart. Это вот Mostly классно. due to my big lack of previous experience in Это projects like вообще. this. Right now, aloud, what the hell still sounds in Ну my head все, when я I теперь look at some бессмертный, у parts меня of the лампа code, есть. but I'm still proud of them. They can also get a bit buggy at times, but hopefully this won't happen again in the future. And I already Ну got слушай, some nice ну... ideas for the next Тихо. iteration of the tool. Что происходит?
Опа, скримак, да? Ну, ковром драться прикидываешь. И... закурим. О, подожди, я могу это взять? Собака. Блин. Может там что есть? А это показано, сколько у меня масла вообще? А, ну, видимо, вот я сюда и пришел. Hello everyone, my name is Mikael, and I'm the writer for Amnesia, The Dark Descent. Что это такое? Есть кто-то... Рано. I think we can all feel the story kick-starting as we finish the 19 letter from августа Daniel. The game 1839 itself is года. just filled with confusion, Хотел бы я and I think спросить we're really тебя, doing помнишь ли player ты a хоть service что-то? keeping it simple in the beginning. Боюсь, когда я выпью этот Basically, эликсир, try to в take твоей your голове revenge не on останется ни Alexander. That одного is the premise of the воспоминания. game. Не You бойся, don't really Даниэль. need to dive any Не deeper than могу that, объяснить тебе but hoping почему, that the player will но care я about the выбрал story, забвение. they have the entire game in front Постарайся of them найти в to себе decide силы, if they think killing потому что у тебя Alexander is есть цель. justified or not. Ты – мой последний шанс все исправить. Очень надеюсь, что имя Александра Бренненбургского все еще вызывает у тебя гнев. Если нет, то тебе не понравится то, что ты должен сделать. Иди во внутреннее святилище, найди и убей Александра. Он стар и слаб, а ты молод и силен. Ты легко с ним справишься. И еще одно. За тобой идет тень. Это оживший кошмар, который разрушает все на своем пути. Я перепробовал многое. От нее не уйти. Ты должен продержаться как можно дольше. И искупи наши общие грехи, Даниэль. Спустись в подземелье к Александру и убей его. Бывший ты, Даниэль. Чего? Это масло. Чушь. Хорошо, а как мне влить в лампу? А, подожди. А как в лампу-то влить? Так, я только что подобрал. О! Ух ты ё! Да ладно. Ну давай. Надо двигать в противоположную сторону. Да что такое-то? Давай. Здесь есть где-то... Сбоку зайти.
Обалдеть. Вызов. Обалдеть. То есть все действие происходит в Лондоне. Так, там в принципе светло, лампа не нужна. Так, мне... Я могу бегать. Значит, все, значит, мне жопа. Hello, my name is Mark Nikander. I'm a 3D artist and level creator at fictional games. I started out as a helper during Penumbra Overture, and I was finally hired as a full-time artist in the later part of Penumbra Black Plague. Переработки, верно? Не думаю. Она связана с... Как вы назвали это место? Внутреннее святилище. Самый главный зал в замке. Он находится за камерой переработки. На самом деле, он в глубине скал под Бренненбургом. Тараканы всякие. То есть мне, получается, надо будет еще... Так, подожди, это выход, наверное. Тык-тык-тык-тык. Scattered throughout the game, you can see some signs written in Latin. Давай The посмотрим, reason for что using здесь. it is that it was considered a language of culture and science, as most scientific and philosophy Идти-то authors куда, wrote their стой. works and treatises in it. As we are dealing with a castle dwelled by a pretty smart guy that has been around since the Renaissance period, Latin all around the place was something we should expect. Being the only guy in the team that had a direct contact with Latin in high school, to be more precise, Сейчас что well, было? it was kind of logical that any translation to be done would have my name on it. Translating stuff into Latin was kind of strange, and if you haven't followed our development blog back when it started, you might have missed one of the biggest changes in the Бред, я не production понимаю. pattern. 2 years back, we started a toolset side project to ease Я был в архиве, for the game. I'd say the level editor, which is what Мультикарта we, еще or есть more какая-нибудь? specifically James, Mark and Marcus, have used to build all the halls and corridors you are working through right now, is the big start of the pack. Its workings in a nutshell, while all the models and assets are actually made in software like Maya or Blender, everything geometry-wise in the levels is put together in it. Then lighting and У меня же пошли глюканы. Я эту не пойду. Опа. 16 мая 1839 года. Беспощадное африканское солнце по-прежнему мешает экспедиции. Копать невозможно до заката. До сих пор ума не приложу, как профессор Герберт обнаружил в этой пустыне нужное место. Я снова спросил его про гробницу, а он в ответ рассказал мне легенду о Тинхинан, матери всех людей. История, конечно, занятная, но я теперь просто уверен, что он что... Тем вечером в песке мы обнаружили проход, который вел в подземное каменное строение. Профессор уверен, что это гробница, которую мы ищем. Завтра я поведу людей в гробницу, попытаюсь добраться до усыпальницы. Что бы ни скрывал от меня профессор, мы... Так, ты чё, архив? Смотрите, как здесь все... Ой, как, слушай, как хорошо-то здесь можно делать. Двигать. Ой, блин. To finish this little overview of our tools, we must mention the material editor, available both standalone and built into the other editors. The program itself is very simple to use. You have some material types defined by the engine, and you can throw in textures to be used for diffuse, normal maps, and another piece of the toolset is the model editor, used to create the entities you are interacting with while playing. Basically,
We take a model and set up some parameters like physical bodies, joints, and user-defined variables. Это что такое? We can also attach sub-entities to them, like lights, particle systems. Надеюсь. When an entity is finally set up, it is ready to be placed. This level was changed a lot, and I think it's one of the most sweet levels that we got. Not only was it part of the big archives level that we had to split up, but it was also hard to get engaging. The problem here is that we don't have any sort of fun mechanic that we rely on to make the game engaging. Instead, we rely on story, atmosphere, and environments. Меня начал доставать их галдеж, и собравшись силами, меня удивило, что проход был высечен очень грубо. Мы думали, что гробницу построили в IV веке, но камни казались куда древнее. Извилистый коридор привел нас в огромный зал. По стенам стояли статуи, подобных которым я в жизни не видел. Они были выполнены с величайшим мастерством и казались странно знакомыми. Меня до сих пор преследует это чувство. В конце зала была огромная... Я был в ловушке. Что-то там произошла какая-то ересь. With the current player getting trapped and all, слушай, а можно здесь поджечь? Можно весь дом осветить. Previously, testers often missed that they could solve these problems. The level is now very different from the early designs. Мне надо бумажки. Библиотека. Серьезно? Обалдеть. Надо бы кресало дать. Все? Серьезно? Ух ты. Это я сейчас обосрался немножко. А может так сделаем? От греха подальше. Свечки есть? Зачем я там зажег? Их всего 4. Тихо. Кто ходит? Кто-то слева ходит. Почему я тебя взять не могу? Привет, скримак. Нет? Я скрывай! Скрывай! Не, нахрен. Что-то все как-то вообще дико. Кто-то ходит. Нет. Блин, а на что я... На тап, точно. Угу. Ну так, пока. Серьезно? Как-то придавило. Ой, хорошо. When I started writing, I had only outlined the framework for the story and the first few levels in the game design document, so I ended up finalizing a lot of material for the first levels, and then when those were done, we planned out the last 2/3 or so. This had a funny effect since I had to not only cater to the story, but to stay true to the stuff I've written for the first levels. Usually you can go back and forth while writing and change things, but if you have already recorded voices, you really shouldn't because of the costs. So the first text really shaped the rest of the material in an interesting way, and made them matter in a way I hadn't thought about. I really like how the
this thickens the story elements, as I am able to jump back into the material and keep using and reinforcing certain concepts. Agrippa is of course the most extreme effect of this method, which grew from a small reference to becoming one of the most important characters in the game. Жит, и все может рухнуть на нас, особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. Даже это... Опа, Стиви. О, красавчик. Чтобы без тебя делал. Что? Где я? Руссия. О! 17 мая, 1839 год. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность, пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Он не спешил гаснуть. В темноте я чувствовал его притяжение. Экскалибур какой-нибудь. Я потянулся к свету, но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. Я бы перебил. На меня навалились странные видения. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камня и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки странной реликвии. Хорош глючить. Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью, Даниэль. Тихо, хорош. Дайте мне еще этого. А, я их не могу разбить. VR нафига? Пошли со мной. А, понял. Так, Альтштадт, замок Бранденбург, 1801 год. Угу. И еще один кора с богатым фольклором. Альтштадт, затерянный в глубине лесов Восточной Пруссии. В течение многих веков здесь ходили истории об этой деревушке и ее соседи замке Бранденбурге. Тихие, поросшие лесом и украшенные озерами горы выглядят красиво, как на картинке. Однако здесь обитают и темные силы. Спросите любого местного жителя, он заверит вас, что народные суеверия здесь связаны с событиями, имеющими место в действительности. Каждый путешественник должен принять участие в подобных беседах, ведь они невероятно увлекательны. Ла-ла-ла. Не, ну слушай, поджигать вообще все эти... Подожди. Ну. Можно. Сейчас, погоди. Сейчас все будет.
Подожди, а ты скажи, это типа ветер? Как мне его сдвинуть? Нет, подожди, он в эту сторону двигается. Ну, а как мне его сдвинуть? А, ну может быть тяжелый? Или он упадет? Подожди, что-то... Может его нагрузить чем-то? Кто играл? Нет. А, о. Ну, здесь одна такая. О. Чуешь? Ну, давай так пока оставим. Понял, в чем прикол? Они даже выделены. Опа, здесь дверь. Я ее не видел. 3. Четыре. Окей. Стоп. Опа, ключ. Ништяк. Тихо. Кто бы ты ни был. Понял. Стол. Что-то есть. Ну-ка. О, видал? Мы верим, и уйдет, оставит под удар мои эксперименты, неизбежно обращаясь к человеческим оболочкам. Щиро внимательно следит за тем, что происходящее в лесу убивает моих верных слуг. Рано или поздно след приведет их в Бренбург. Нужно посадить под замок Вильгельма и у людей. Так, ладно, здесь... Меня напрягает, что лампа тратится. Опа, стоп. Шо? Значит, вот в эту дверь. Опа, она открытая. Прикинь. Опа, здесь был. Ясно. А значит, здесь все. Типа как я... Опа. Ну-ка, пошли посмотрим. Ну нафиг. Тоже сзади? В той комнате, по-моему, сидит пацан. Я, по-моему, здесь был. Блин, я потом не посмотрел. Not only was it part of the big archives level that we had to split up, but it was also hard to get it engaging enough. The problem here is that we don't have any sort of fun mechanic that we rely on to make the game engaging. Instead, we rely on story, atmosphere, and environment. And this is true for many other levels, and
the game as a whole, but это вот this was сюда kind of не мог the- зайти, one хорошо. of the larger levels that we made, and also one that didn't have much Каталоги. puzzles and such. So when testing it, we quickly get bored with it, and we wanted to add more spooky events to spice it up. But then later on, testing proved that these events weren't that necessary, and we also felt that they were a bit lame and not fitting, Давай, so ну. we decided to remove them. Then the back part of the level, we wanted to make that a more Подожди, я lighter там experience with the current не player посмотрел еще getting один trapped and all, forcing the player to solve the destroy wall and find secret door puzzles. Previously, Не, testers подожди, often я там не missed that you could посмотрел. solve these problems. Один стол. The level is now very different from the early designs. Кстати, а может быть... Серьезно? Серьезно? Блин, я сейчас всю лампу, короче, потрачу. Где мне там плохо стало? А, нет, все нормально. Как выйти-то отсюда? А, вон. Ну, такое пока. Там парень, по-моему, сидит какой-то. To finish this little overview of our tools, I must mention the material editor, available да, both слегка напрягает, standalone на and самом built деле. into the other editor. The program itself is Атмосфера. very simple to use. You have some material types defined by the engine, and you can throw in textures to be кинул. used for diffuse, normal maps, height maps, as well as some variables to Да control идти-то. specific parameters for a material type. Ой, When I was свято. writing it, I could Возьму с just собой stare стул. while the preview model rotated around itself and the parallax mapping effect was on when testing, just for fun. Куда мне вообще идти? По-моему... По-моему, я вышлю сразу иди туда. Ух ты, тихо. Опа, подожди, здесь, по-моему, был. Угу. Что такое-то? Или я изначально не туда пошел? А как мне выбрать ключ? Значит, видимо, сюда нельзя еще. Подожди, а там... А! Даже так. Что-то пока такое. Так, у меня их много. Могу пожертвовать один. Сохранить, я знаю, тоже когда шняга начала бродить.
Что я? Что? Зачем? Маслица. Хрена себе. Particle editor is also a fine part of the tool bundle. А чё, по мне тараканы ползут? We use to create particle effects for maps and events. We use particles to do nice effects like the flames in torches and the smoke that comes out from them. All we have to do is add one or more particle emitters, set up some parameters like starting position and speed, on all sorts of fadings in size, color or speed. It's funny how you can simulate all kinds of effects with such simple elements. Тихо, 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 не паникуем, тихо. Так. Так, так, я начинаю потихоньку с ума сходить. Бери ты уже. Опа, подожди, можно... Серьезно? In early concepts, this was meant to be a sort of wine testing room and directly connected to the wine cellar. The reason for the whole wine testing thingy was that we planned on having more laboratories in later levels, so a lab here as well felt kind of strange. Then things changed and only one lab was left in the design, so we changed the name to laboratory instead. The whole wine testing facility that could make dangerous acid always felt kind of strange anyways. Ну. Да уставь. Мне сейчас масло кончится. Пошел в жопу. Значит, это фиганем. А вот, наверное, здесь ранее каламин, азотную кислоту. Так. Химическая колба. Ходит. Так, все, я вроде успокоился. Ладно, факел горит. Опа. Давай. Химиката. Что тебя? Здесь нужна такая фигня с этой. Так, я вас брать не могу. Здесь есть такая с... наверное, в столе. Сейчас-то что?
Ничего особенного, ну. И что мне это дает? Блин. Опа. Фики пожарный. Ну смотри. Стоп. Тихо. Боишься. О, блин, почти. Давай. Не, давай у тебя. Химик. А, подожди, это здесь, по-моему, стеклянные уже стоят? А-а-а. А колбу-то мне куда? Наверное, сюда. А как мне применять ее? Ладно, фиг с тобой. Не знаю. Мне это сейчас не важно. Там ничего нету. Не по... У меня отсюда ключ горит. А как мне ключ применить? А, вот как. На правую кнопку мыши. Кидываешь? Такое. Ну слушай, если честно, здесь как-то похлеще, чем в Outlast'е. Стоя в темноте, вы можете огрести. Понятное дело. A major design guideline for us was to give each level a unique theme, something that all puzzles, events, and the general atmosphere was built upon. This makes each level a little piece of the story and theme at large, and also gives them focus so the player is not distracted with too much information. The theme in this level is the strange creatures that lurk in the castle. Вот, мне надо найти 4 штуки. There's never any real Блин, threat это in this level, плохо. but it's much darker than any before, and there's a constant pressure with boards creaking in the light. The flashbacks also give hints of where the strange creatures come from, making all events focused on the level's central theme. The basic structure of I'm Jens Nilsson, co-founder of Frictional Games.
I work mainly with the sound, gameplay, and event scripting in видимо, Amnesia. еще ты. For my commentary in this video, we jump back and forth between the topics sound, customization, and even talk about making this commentary. О, черт, это начало, не изданное. Да, сдохнуть в обморок в таком месте упасть. Не, я сейчас собираю этих. Опа. Чем могу доску брать? Не знаю. А, я могу из бочек масла брать? Серьезно? А, подожди, наверное. Давай еще. Ну. Лампу не использовать. Ой. Значит, рычаг, скорее всего. Опа. Как ты? В смысле? Серьезно? Серьезно? Палка-выручалка? А, я могу это сам делать? Ладно. Так, я два нашел. Да ё-моё. Что происходит? О, моя грудь сейчас разорвется. Нефиг бухать. Что за черт? Бегай! Сделай что-нибудь! Дичь какая-то. Смиритесь. Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! Царская. Так. Из рода Герихов, это мои последние слова. Меня вызвали в замок, и так, я не мог понять, что так от меня рыцарь ордена. Дружелюбно изложил мне просьбу. По призу барона я, не задавая никаких вопросов, должен был похищать здоровых людей. Взамен он пообещал отрекомендовать меня при дворе. Так. Типа он их чем-то траванул, они в это дерьмо превратились, что там броет. Так, 3 штуки есть, остался последний.
Так, раз. А, вот, наверное, вот здесь вот. Давай. Ну все, помычали. А вон еще дверь есть. Где враг? Ух ты ё! Прикидываешь? Тихо, не ссать. Так, обе типа хилки, хорошо. Где это шароебище, ты слышишь? Не ссать. Вообще-то какая-то рыба-хвост. Или кто он там? Где это шкаф? Нет? Где-то чешуя ходит. Ага. Свет реагирует. Да блин, я не вижу ничего. Тихо, 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 тихо. Так, все, мы походу мандраж прошел. Опа. Все. Давай пошли обратно. Я не понимаю, когда они появляются, вот эти вот пацаны. Ну, типа они заскриптованы. Так, подожди, а где я видел-то? Да. Минный погреб, они там тусили. За мозгами. Стоп, это играл в нее? Так. А что, подожди, а что вот если я на них положу фиг? Что со мной будет? Чё ты? Ну, кристально чист, нормально. О-о-о-о. Тихо. Чё за говно? Подожди, я тут... Откуда я пришел-то? Ну да, мне было бы надо
Чё-то я не втыкаю. Так, если я упаду, что будет? Ну ладно, допустим. Что сюда? Наверху ходит, это мне не важно. Так, ну что, поехали. А, он сам. Так. А может сюда? А. Ща нахимничим. Делаем тетю Асю, короче. Да ладно, там течет уже. И? Здесь надо в какой-то последовательности их крутить. Да ты чё, серьезно? А. Ладно. Давай. Ну. Ничего не... А, ну... Ты без разницы, как мутить? Так, ладно, я запутался, подожди. Отлично. Шикос, а дальше ты чё? Так, кислота есть, хорошо. Вот завален. Давай поговори со мной. The particle editor is also a fine part of the tool bundle, and it is what we use to create particle effects for maps and events. We use particles to do nice effects like the flames in torches and the smoke that comes out from them. All we have to do is add one or more particle emitters, set up some parameters like starting position and speed, on all sorts of things in size, color or speed. It's funny how you can simulate all kinds of effects with such simple elements. I very much recommend you to try it yourself. Как хочешь, так и выживай. Так, ну, блин, да, мне только сюда и идти. Опа. Преломление странное. Доски не берешь? Ничего не берется. Ладно, может.
Значит, что-то здесь... А! Естественно, ну сюда вот. На железо. В смысле? На железяку. Серьезно? А что тогда? Это же единственный... Это будет моей могилой. Сейчас масло закончится. Ладно, давай еще тебя включим. Ну, мне надо наверх, хорошо. Может... Нет. Здесь. Прикидываешь? Может, здесь как-то какое-то странное преломление. Так, ну эти предметы вроде... Сейчас мне нужна какая-то доска. Там стул. Отлично, мне что-то такое... Ой. Опа. Опа. Ты прикидываешь? Он сам встал? Я его так не кидал. Так, ну хорошо. Тихо, 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 тихо. Ай. Так, наверное, вот сюда вот мне не надо кислоту. Что-то не ходил. Открыто. Во, вот, наверное, на нее кинул кислоту. And this is a design concept that we started out with. The idea is to give the player some freedom on where to go, but at the same time give a clear objective. In this level, the slime obstacle is the thing that the player needs to get past, and all our levels then have things needed to do so. The slime itself is one of the few puzzles left from the initial designs, and the one I'm probably the least proud of. Now that slime appears all around, it feels a bit forced that you need to have a potion on the slime. Many testers also complain that they want. Как он как-то сумел прожить 3 дня? А, ладно. Ну, слушай, это еще пока не... This level was first called Distillery, and if you check the data file, it's still named as such. Now, for some reason, I told Mickey, a writer, that it was called Refinery, and the voiceover was recorded with the wrong name. Since it's easier to change a name than a piece of voice data, we had to rename it. I'm glad I said Refinery though, and not King's Hall or Grandma's Vegetable Patch. That would not have been as fitting.
Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Валера, что с тобой? Что не смотреть нельзя. Ну, в принципе, логично, кстати. Это ушел. Кто есть, говорит со мной. Масло хорошо. Бонком тебе кину. Так, еще хилка. 22 июня 1839 год. Прошло больше месяца с тех пор, как я последний раз писал в дневник. После того, что случилось сегодня утром, я нашел свой дневник среди экспонатов, которые привез из Африки. Там же лежала и разбитая сфера, обернутая тканью. Я попытался собрать ее, но не смог. Части не подходили друг к другу, словно были от... Ты так слышишь, ты так не открывай. Я не готов. Тебя нахрен, мало ли чё. Вот это что за говно? Схрена ли? Не открой! Страшно же. Так, а это он типа потошел, да? Слышь. Я сейчас... я типа валяюсь... Типа стрёмно. Давай, все нормально. Так, это типа... то есть, если совсем хреново, я тут положусь, короче, в позу эмбриона. 5 июня 1839 год. Решил продолжить вести дневник, хотя изначально завел его, чтобы писать об африканской экспедиции. Я просто уверен, что сфера... Вчера я сделал замеры и отметил ориентиры на поверхности осколков. Сегодня мои опасения подтвердились. Осколки изменились. Я был потрясен и побежал к лучшему геологу Лондона, сэру Уильяму Смиту. Я завел разговор о том, как камни меняют форму. Смит рассказал мне о строении стекла. Я немного успокоился. Зато я не успокоился. Ладно, что еще есть? Кыш. Опа. Это вот нехорошо. Я здесь был, все нормально. Все четко. Че ты? Если что, у меня 12 этих. The end puzzle with the crank and pulley contraption was a tricky puzzle, not to create or on a technical level, but purely on a noticeable level. We added stuff to the puzzle perhaps 4 or 5 times because after each test session we kept having testers that did not see the piece of wood that you are to break to complete the puzzle.
Originally you could only break it, so we added the option to pull it out as well. Then we added a faint light to draw the attention to it, and also tweaked the description of the crank. After that we added so that when you pull the crank there is a bit of dust falling from the piece of wood. And we also did a slight change in the angle of the piece of wood and changed the color and the texture, all to make it as notable as possible. So the question is, did you notice the piece of wood? Здесь хорошо, много этих раскидано. Типа для экономии. Давай нырнем вниз. Посмотрим, что там есть. Ты что, охренел? Меня что? А может это хрень? Я в тебе что-нибудь кину, тварь. А что это? Грипп, эйбола? Что это? Ты чего такая шляпа? Опа. Ну-ка. Где? Дай посмотреть хотя бы, кто за мной ходит. Тьфу. Какого? Слышь? Что? Спасибо. Меня отпинали чьи-то невидимые ноги. Хорошо. Ага, ух ты ё. Хорошо, а ты будешь реагировать на свет? Hello, I'm Mikko Tarmia, the composer from Amnesia, The Dark Descent. You may have heard my music before if you played the Penumbra game series, and I did a couple of tracks for Penumbra. The Guardian monster has its own musical theme, which you can hear in many situations in the game. Он все еще здесь стоял? Так, теперь он стоит здесь. Like a noise sound than a certain melody, and I played it with my bassoon. The theme has many forms, and this one is almost a direct sound coming from the instrument. Тварь, это глянь. Пасет меня, тварь. Это сейчас вообще не смешно. Так, пошли. Опа, о чем мне делать? Я не вижу ничего. Блин, ну это жопа. Факелов нет. Вот куда он ушел? Ой, не допрыгну. А, то есть он меня не сразу ловит? То есть я могу еще от него прыгать? Ну такое. Блин, в потемках это делать, это вообще дичь. Ладно. Там был ящик. О, точно. Я еще думал, отвлечь скотину. О. Вон там, вон там, вон там, вон там.
comes to creature in the water, affectionately called Lurky here at Frictional Games, Так, мне надо did not have a попрыгать. sense of sound. Later on we wanted to add it Да, я там не though, so the пойду. player could lure it away by Вот и throwing stuff падла. in the water. When I added this, something unexpected happened. А, тут уже фигня. Lurky started following me. When you jump on the crate, here's the sound you Да make when you ладно. land and it goes there to investigate. This was very fun emergent behavior, and I think it made him even more menacing. Подожди, I also want to add that Lurker was kind of inspired by my favorite movie as a Вот где он? child, Tremors. I guess this early obsession might also explain some creatures in our older games. Эй! Короче, видимо, что надо как-то разогнать сюда. Понял. Сейчас сделаем. Ай-яй! Сволочь. Может нет? Может я что-то пропустил? Опа, подожди. Где что-то есть? Даже не увидел. Где он? Сюда его приманил, зараза. Я понял. Эй! Вот все, он здесь. Эй-эй-эй! Эй! Ладно, значит, где-то здесь что-то должно быть. Ну, вроде хоть факел-то один, а? Так, ну подожди, это может быть еще пригодится. Куда иди? Наглый. Дальше-то куда? Что здесь должно было быть?
Блин, в темноте вообще ничего не видно. Блин, могли бы... Слушай, а может быть мне по нему кинуть? Что делать-то? Попробуем. Собака. Я не вижу. Вставай! А, ну и так не догонит. Во! Во, куда мне надо было. Вообще случайно нашел. Ну-ка. О! Все. А, ну то есть вообще можно не бояться, короче, да? То есть вообще там не шустрый. А, вставай! А, прыгай! Ай, господи боже. Да твою мать! О! Масло! Наконец-то! Посмотреть-то. Еще зря сделал. Лошара. Смотри. Сейчас берем эту фигню. Даем ее вон туда вот. Блин, плохо кинул. Блин. Давай. Ага. Залезь. Ой, я придумал. Ща все будет.
Ты ящики двигаешь? Ты не ошалел? Ай-яй! Да ладно. Блин, жестко. Просто жестко. Просто дичево. Снова вода. Hi, I am Tapio. This level is the high point of the lurker build-up, which sort of started in an entrance level with the slide. It's supposed to be a sort of roller coaster level, and it's designed to be easy enough to be completed on the first try. Yet, it should also be stressful. Many of the things in the level that seems like you barely make it are just scripted to be that way. But it's nothing you notice because they're blending in with the true. А куда бежать-то? Чего еще время наружу открывается? И там парень чешет просто в путь. Боже, эскейп. Жесть. Над тебе не Биба и Боба из Outlast 1. Ну, нехило, я бы сказал. О, я эту фигню видел. This is the second hub level of the game, and is supposed to give some contrast to this stressful lurker encounter. We think building up contrast like this is extremely important for the horror mood. Only by seeing a bright level can you appreciate the dark one, and so on. If you do not do this, player will get used to the stuff and the effect will lessen greatly. Русский лебедь. Да, мне типа туда надо. Но я все еще бегаю по какому-то замку. Да я даже понятия не имею, куда я иду. Зачем я это делаю? Ну ладно. Again, there's a lot of elements here working together. Not only does the player enter the darkest level yet, they'll also come up against a dark part of Daniel's memories. We've tried to have all aspects of the level work towards this goal. Hopefully it creates an oppressive and disturbing feel to it. А что ты ссышь? Я же не вижу этих. Пожалуйста, отпустите. Я никому не скажу, клянусь. Я просто хочу домой. Нет, прочь! Оставьте меня! Дайте мне факел-то. О! Тихо, 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 тихо. Во. Хотя бы, чтобы увидеть, куда идти.
Опа. Ну и ладно, и хрен с тобой. Во, что мне надо было. Столько этих потратил здесь. Вот так чисто символически. Да, я думаю, здесь, в принципе, если выкрутить яркость на полную, здесь, в принципе, вообще будет фигня. Я хотел бы... Опа. Сейчас... А мне здесь найти еще надо. Ё-моё. А, кстати, я должен еще какие-то бочки искать. Наверное, до масла, да? Вообще ничего не видно. Гнило. Так. Так что... А, теперь еще просто что-нибудь не все нашел. Ага. Ну так, чтобы чисто видеть. Вообще ничего не видно. Опа. Сундучок. Вот. Так, ну в принципе масло еще есть, но я так понял, блин, его надо жестко экономить. Так. Здесь я был. Здесь ничего жесткого нет. А, подожди, заржавел. Ну, я его кручу же. Ну, крутится же. Не сама, сейчас найду. Чего? О, здесь еще не был. Или был? Наверное, был. О, сундук, кстати. Тьфу. Безобразие. Во. Здесь надо... Откройся. Я так еще без понтов вхожу. Так, гниво-то. О! Откуда тащить? Да не ссы, то есть это все четко.
Ну, ёб твою мать! Это внезапно было. Ух ты! Это не... Я обосрался, слышь? Я могу отбиваться? Да слушай, он крыса меня подкараулил, слышь? Короче, было. Ну слушай, ну да, вот это нежданчик. И опять же, когда я уже понял, что это... Ой, боже. Так, вот сейчас а где я? Так, хорошо, а светло мне зачем? Или нет, чему что заливать? Наверное, здесь мы нашли все. Вася. Так, положим, здесь нашли все. Блин, эта игра очень долгая получится. Сетевая комната. Ух ты, ё. Ладно, давай сходим туда, раз нам открыли эту дверь. Значит, нам надо сюда. Логично-то логично. Смотрим. У вас есть поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее святилище. Да. С ее помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс-парке. Лифт там отвозит на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. И едет он не вверх, а вниз. Ё-моё, что чинить надо? Ух ты, ё. Вот это попандос. Ну, естественно, где ж такое видно? Ладно, давайте на сегодня закончим. То есть мне уже начинают кидать в сон. Слушай, ну игрушка на самом деле четкая вообще, ну, то есть я не думал, что она такая прям такая. Она весьма такая неплохо сделана и для своего времени очень даже ничего. То есть реально даже, ну, как по мне, даже лучше, чем Outlast на самом деле. Где там... Слушай, стабильный 60 FPS, это естественно. В общем, всем спасибо, кто смотрел, и, в принципе, наверное, пока.